Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Я предлагаю сегодня вам стильную блузу с короткими рукавами, свободная, современная модель для женщин, ценящих комфорт и красоту. Рукава у нас сделаны по типу летучая мышь. Дизайн включает в себя центральный рельефный мотив, связанный простым вертикальным узором. Много лицевой глади и резиночка 2х2 присутствует у нас в оформлении данной модели. Очень активно, причем присутствует. Я думаю, что вы обратите внимание на данную модель, поскольку она очень эффектно смотрится, да, и, в общем-то, я порекомендовала бы ее вязать девочкам, имеющим уже опыт вязания. То есть это не самая простая модель, там будут много скосов формироваться. Когда вы увидите выкройку, вы поймете о чем. Данную модель я нашла в журнале Бурда, то есть это немецкие дизайнеры. Затем я наблюдала ее на сайте Лана Гросса, и они воплотили ее в жизнь. Она продается, смотрите, она в готовом варианте, вот так она продается на интернет-сайте, как готовые изделия к продаже. Посмотрите, как она смотрится интересно. Вот здесь можно увеличить и рассмотреть, так скажем, детально. Смотрите, у нас, значит, вы видите, он там написано Лана Гросс, видите? Смотрите, у нас, значит, здесь используется, как я сказала, резинка, но она не простая 2х2, а здесь идет скрещенные лицевые, то есть такая рельефный вариант. Какая еще особенность данной модели? Вы видите, что здесь у нас идет вот эта лицевая скрещенная полоса из двух лицевых скрещенных, которая прослеживается аж от самого начала, да, от низа изделия. Изделие вяжется снизу вверх, и вот она у нас от низа идет, и здесь вот так гармонично вплетается. В общем, все это я сегодня предусмотрела в нашем описании. Описание составляла индивидуальное, не то, которое приводится в журнале. Вот, у нас получился, в общем-то, свой расчет, и я вам сегодня его продемонстрирую. Будем составлять описание на размеры 44-46, затем идет 48-50 и 52-54. Я считаю, что удлиненная модель с боковыми разрезами, сейчас давайте полистаем дальше, это по спиночке она так смотрится, тоже очень стильненькая, много лицевой гладь, как я уже сказала, но весьма-весьма оригинальная моделька, заслуживает, несомненно, вашего внимания, и, в общем-то, мы можем ее связать. Сейчас я вам еще покажу одну картиночку. Вот так она по спиночке смотрится в бурде. Боковой разрез здесь очень хорошо виден. И, в общем-то, видно, что свободный крой. Хорошая модель, интересная. Итак, девочки, если вас все устраивает и модель вас заинтересовала, смотрим дальше, начинаем выбор пряжи. И, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. Так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Девочки, для вязания образца я предлагаю пряжу Etrafil Pumucklu Baby. По лицензии Италии выполняется, делается эта пряжа. Вообще она турецкая. У нас с вами цвет очень красивый, нежный. Видите, 70-324. Метраж, давайте посмотрим. У нас 100 грамм 260 метров. Это 55% хлопок, 45% акрил. Как видите, пряжа необыкновенно красиво смотрится. Очень хорошей скруточки у нас ниточка идет. Очень такая прям приятно из нее вязать. Спицы, девочки, я использовала номер 3,5. И, в общем-то, вот так выглядит наше вязаное полотно. Как видите, довольно интересно смотрится узор. У нас здесь скрещенные лицевые
вяжутся, скрещенные петельки, видите, да? Вот эта дорожка красиво очень смотрится. Вообще довольно волнующий узор, симпатичный, вяжется довольно просто. Я могу его порекомендовать начинающим вязальщицам. Вот. Ну и красивый, конечно же, узор. Согласитесь, девочки, очень приятно и волнующе смотреть на него. Да? Вот, мне очень нравится. В общем-то, прям такой знак качества, знак отличия. Да? Такой красивый вертикальный узор, что немаловажно, он будет зрительно вытягивать фигуру. Очень красиво смотрится. Кто не согласен, напишите в комментариях, что это некрасиво смотрится. Так, в качестве альтернативной пряжи давайте посоветую вам Alize Cotton Baby Soft. Пряжа такая же будет по толщине, попадете в плотность. Видите, тоже прекрасные скрутки. И в метраже, состав пола хлопок 50 на 50 и цвет у нас 185. Дальше у нас с вами 100 грамм 270 метров. То есть, в общем-то, эта пряжа то, что надо. Да? Она немножечко, видите, цвет у нас немножечко разнится. Этот более такой яркий. Но в интернет-магазине можно пряжу любую подобрать. Еще в качестве альтернативной, конечно же, посоветовать могу вам Alize Cotton Gold. Неизменно эта пряжа мягкая, приятная и, в общем-то, очень хорошо из нее вязать летние вещи. 55% хлопок, 45% акрил. В пряже 100 грамм 330 метров. Сегодня мне задали в комментариях вопрос, почему вы предлагаете пряжу с разной плотностью, в смысле с разной длиной, и почему-то она у вас, вы говорите, что попадете в плотность. Девочки, я поясню. У всех этих вариантов пряжи вот это вот вес, да, мотка зависит от обработки. То есть вот эта вот, например, пряжа Этрофил Пумуклу Бэби, да, она у нас очень сильно скручена. Вот у нее какая-то другая, видимо, выработка, обработка. Alize Cotton Gold имеет что-то среднее по скрутке между Alize Cotton Gold и Этрофил, вот это Пумуклу Бэби. То есть самая тугая Пумуклу Бэби, потом идет Alize Cotton Baby Soft, и потом идет Alize Cotton Gold. Она самая мягкая, знаете, такая прям, и скрутка у нее менее сильная. Вот я думаю, что это от этого зависит. Разную длину, они пишут, разную длину с одним и тем же весом. Итак, мои дорогие, конечно же, пряжу вы можете подобрать. Еще я не назвала Yarn Art Jeans, тоже подойдет сюда идеально. Так, на нашу красоту вы уже налюбовались, я думаю. И давайте теперь приступим к вязанию этого узора. И я покажу вам схему, как его вязать. Очень красиво и интересно смотрится. Простой узор, который будет по силу девочкам, имеющим малый опыт. Он еще, кстати, рельефный получается за счет вот этих вот скрещенных, да, вот этих скрещенных лицевых. Он довольно рельефно смотрится. На лето самая прям нежность и красота. Схема узора выглядит вот таким образом. Раппорт здесь выделен. Ширина составляет 12 петель, высота 16 рядов. Плюс 6 петель мы добавляем крайне левые для симметрии все время. Условное обозначение. Значит, смотрите, девочки, здесь у нас пустая клеточка, это лицевая петля. Круг, это накид. Вот эта черточка наклонная, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот эта зеркальная черточка с наклоном, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Черный ромб – это скрещенная лицевая петля, и горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Вот такие условные обозначения. Так, теперь смотрим выкройка. Выкройка у нас с родными размерами, девочки, родными, сразу говорю. Вот, я составляла описание, придерживаясь строго данных размеров. И, в общем-то, вот тут вот, видите, не уместились петли плеч. Вот смотрите. Все расчеты мы будем с вами делать
согласно данных размеров, вот, и, в общем, с применением плотности. Сейчас у нас будет разбор узора, мы будем вязать узор, затем мы с вами сделаем расчет плотности, и пойдет расчетная часть, где я вам все очень подробным образом буду обосновывать каждую цифру, которую вы увидите вот в этом описании. Вот так выглядит описание, которое я всегда выкладываю под видео, девочки. Читайте там внимательно. Здесь очень подробно я рассказываю, как вязать. Кроме того, что я еще буду обосновывать все эти цифры, рисовать, как располагаются петельки у нас в том или ином моменте. Вы видели, что не совсем простая выкройка и требует пристального внимания. Поэтому я и сказала, что данную модель лучше приступать вязать девочкам, имеющим опыт вязания. Так, ну и давайте приступаем к вязанию узора. Для вязания образца я набрала 44 петли и начинаем вязать с вами первый ряд узора. Узор у нас очень простой. В общем-то, сам раппорт составляет 12, девочки, петель. И я вяжу 3 раппорта плюс 6 петель для симметрии. И у меня еще 2 кромочные. Вы можете связать 2 раппорта и 6 петель для симметрии. То есть вот такой расклад. Давайте начинаем с вами первый ряд узора. Кромочную снимаем, вяжем 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые. Скрещенные лицевые вяжутся следующим образом. То есть если я вяжу бабушкины петли, вот так, я вяжу обычную лицевую, то скрещенную лицевую я буду вязать за переднюю стенку. Вот таким образом. За переднюю стенку. 2 скрещенные лицевые. Также в изнаночных рядах вот эти лицевые будут провязываться скрещенными изнаночными. Далее вяжем 2 изнаночные. Далее вяжем накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Раппорт связан. Повторяем раппорт. 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные и далее опять накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Третий раппорт вяжем 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные, накид, 4 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Мы связали 3 раппорта. Для симметрии вяжем 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные. Кромочная тоже вяжем изнаночные. Все четные ряды являются изнаночными рядами, и мы их вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными, а скрещенные лицевые, которые у нас были в лицевом ряду лицевые, мы вяжем скрещенными изнаночными. Показываю, смотрите. 2 лицевые, и вот у меня сейчас должны быть 2 скрещенные изнаночные. Я всегда изнаночные вяжу за переднюю стенку, вот так. Но скрещенные я буду вязать наоборот за заднюю стенку. Раз изнаночная, за заднюю стенку 2. Вот, опять 2 лицевые. И далее вяжем, как смотрят на нас петли. Да? То есть вот смотрит на меня изнаночная. Накиды вяжем тоже изнаночными. Опять 2 лицевые и снова 2 скрещенные изнаночные. То есть я их вяжу за заднюю стенку, поскольку я вяжу бабушкины петли. Если вы вяжете классические петли, то у вас все наоборот. Понятно, да? Третий ряд у нас вяжется, девочки, как первый, 1 в 1. Вот, и, в общем-то, давайте покажу вам первый раппорт. Вяжем, да? Первую снимаем, дальше вяжем 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые,
2 изнаночные, снова делаем накид, 4 лицевые и 2 вместе лицевой с наклоном вправо вяжем. Все. Вот таким образом мы продолжаем вязать все остальные раппорты. 6 петель также вяжем для симметрии в конце ряда. Вот, мои дорогие, дальше у нас с вами таким образом мы вяжем и 5-й ряд, и 7-й лицевой ряд, и встречаемся давайте с вами в 9 ряду, там будет по-другому уже вязаться. Так, девочки, у нас с вами 9 ряд, как я и говорила. Сейчас вяжем, показываю, как вязать раппорт в 9 ряду. Кромочную сняли, 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные и начинаем вязать. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид. Связали раппорт узора. Второй раппорт вяжем 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид. Связали второй раппорт, третий вяжем также 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные. Затем мы вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, накид. Связали третий раппорт. И для симметрии 6 петель у нас остается в конце ряда 2 изнаночные, 2 скрещенные лицевые, 2 изнаночные. Кромочную я вяжу изнаночной. Связали, да? Так, смотрите, что получается у нас. Переворачиваем, и мы вяжем также все четные ряды, как вязала, я вам показывала, как вязать. Накиды также вяжем изнаночными, скрещенные лицевые в изнаночном ряду вяжем скрещенными изнаночными. И особенность этого узора такова, что и 11, и 13, и 15 ряды мы повторяем то же самое, что сейчас связали в 9 ряду. И, значит, связав 16 рядов, это наш раппорт в высоту, вы повторяете с первого ряда снова вязание. Такой раппорт. В общем, девочки, сейчас я больше вязать не буду в длину, я вам показала, да? Давайте сделаем влажную тепловую обработку образца и измерим плотность вязания. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его, давайте, энергично по вертикали и по горизонтали расправляем. Так. Еще раз. Помассивнее так паром обдаем. Очень податливое полотно, очень. Совсем мокрое стало. Так, девочки, тут у нас с краешку получается резиночка. Края-то, конечно, бы желательно выпрямить вот эту резинку. Так, все. Пусть сохнет в таком естественном состоянии, выпрямленном. Итак, наш образец высох, девочки. Давайте измерим его ширину в начале. Наше время пришло расчета плотности. Поскольку у нас здесь, видите, загнутые такие края получились с изнаночными, надо их выпрямить. У нас кромочные тоже участвуют в нашем расчете плотности. Поэтому выпрямляем их, не стесняемся эти края. Итак, у меня получилось 21 сантиметр ширина. 44 петли у нас участвуют. 44 разделить на 21. Получается 2, я бы сказала, 1/10. Потому что здесь явно идет, надо округлять. 2,1. И давайте запишем на нашей схеме в 1 сантиметре 2,1 петли
умещается у нас. Такая плотность по горизонтали. Теперь по вертикали берем наше полотно вязаное и также измеряем высоту узора связанного. Итак, это 18 сантиметров. И теперь считаем, сколько в образце рядов. Итак, девочки, 40, получается, 2 ряда разделить на 18 сантиметров, 2,3 у нас будет плотность по вертикали. И это тоже надо записать. В 1 сантиметре 2,3 ряда умещается. Все, теперь смотрим выкройку. Делаем расчеты. Итак, наш с вами будет сегодня расчет строится вот по этой выкройке. Это выкройка родная, из журнала Бурда. И мы будем сегодня с вами, используя еще нашу схему, раппорт 12 петель, будем сейчас с вами составлять описание. Итак, наши сегодняшние размеры будут 44, 46, 48, 50, 52, 54. И ширина получается первый размер 52 сантиметра по низу идет, по бедрам. Затем 48, 50, 56 сантиметров ширина. И 52, 54, 60 сантиметров. И сразу умножаем на нашу плотность по горизонтали. 2,1 петля в 1 сантиметре умещается. Умножаем количество сантиметров на петли. И давайте посчитаем. 52 умножить на 2,1 плотность будет 109. Я написал, девочки, 108. Должно быть четное число, чтобы красиво расположить узорчики. Так, и вот это все, значит, второй размер получился 116 петель, третий 124 петли. И мы вяжем с вами на высоту 8 сантиметров нижнюю планку. Перед и спинка, вы видите, совершенно одинаково вяжутся. Здесь мы не делаем с вами шов вот до этого уровня, видите, до 10 сантиметров. Шва здесь нет. Здесь идет боковой разрез на высоту, видите, 18 сантиметров он идет. И здесь будет особая такая планочка цельновязанная у бокового разреза. Она пойдет непосредственно от нашей резинки и сюда плавно продолжится до высоты 18 сантиметров. Здесь спинка вяжется полностью лицевой гладью. И на уровне, вот этом уровне, то есть 45 сантиметров от нижнего края, вяжется резиночка снова 2 на 2. То есть мы начали с резиночки 2 на 2 и на этом уровне лицевую гладь заменили снова резиночкой 2 на 2. Так, а резинка у нас тоже особенная. Скрещенные петли идут лицевые, а изнаночные, как обычно, мы вяжем. Имейте это в виду. То есть 2 лицевые вяжутся скрещенными. Это все можно, конечно, изменить и сделать обычную резинку 2 на 2. Так, ну и давайте по спинке я сразу скажу, как я рекомендую расположить узоры. Да? Так, вот у нас с вами спинка. Я пишу в начале, да? Когда мы с вами на спицах имеем вот это количество петель: 108, 116, 124. То есть вот в самом начале. Здесь у нас сейчас пойдут прибавки по скосу. Но вот здесь вы выходите сразу после нижней планки на размещение узоров. Вот таким образом они размещаются. Значит, первая идет кромочная, затем идут 2 лицевые и 2 изнаночные. Затем идут лицевые петли: 98, 106, 114 лицевых здесь идут. И снова в конце 2 изнаночные, 2 лицевые. То есть вот эти вот 4 петли, собственно, и образуют нашу планку боковую. Так.
И когда вы начинаете делать прибавки, у вас будет прибавки идти на высоту 23 сантиметра. Будем прибавлять 15 петель по скосу в каждом третьем ряду. Скос посчитала очень просто. 23 сантиметра перевела в ряды с помощью вертикальной плотности. То есть я 23 сантиметра высоту скоса умножила на плотность по вертикали 2,3. И получила 52 ряда. И теперь 15 петель, которые нам надо прибавить равномерно по скосу, 52 я разделила на 15. Получилось число 3 целое. То есть в каждом третьем ряду делаем прибавки. И у нас становится на спицах первый размер 138, второй 146 и третий 154 петли по спинке. Также здесь у нас вот эта вот боковая планка. Можете ее продолжить вязать. Можете ее уже лицевыми петельками заменить, то есть по своему усмотрению. Потом у нас опять начнется здесь вот планка цельновязанная, по пройме идти, об этом чуть позже. Теперь скос рукава, он у нас прям такой маленький-маленький, да, его всего вот 4 сантиметра длина, такой маленький у нас рукавчик. Скос будет составлять 6 рядов, и надо будет прибавить еще 7 петель. 7 петель. Так, ну и прибавки будут у нас осуществляться следующим образом. Значит, мы сделаем с вами одну прибавку в самом начале, а затем у нас будут в каждом втором ряду прибавляться по 2 петли. Но если вы понимаете, как у нас делались прибавки по одной петле, то вы должны понять, как сделать прибавки 2 петли. Да? То есть тоже из протяжки, девочки, тоже из протяжки делаются эти прибавки. Можно в каждом ряду сделать прибавку, то есть и в лицевом, и в изнаночном. То есть не в каждом втором, а в каждом ряду 6 петель, 6 рядов и 6 петель. Да? То есть вот так, в принципе. Наверное, даже так лучше. Все правильно. Так. И на спицах, девочки, у нас становится вот это количество петель. Всего 152, 160, 168 петель. Вот. И начинается у нас пройма здесь вывязываться с цельновязанной планкой. Как ее, значит, тоже у меня есть своя схема, как сделать расположение петель. Здесь такая особенность будет, что вот на этой высоте, как я вам говорила, лицевая гладь заменяется снова резинкой 2 на 2. И здесь очень важно, чтобы здесь все у нас плавненько включились эти петельки вместе с цельновязанной планкой, аккуратно, все четко по раппорту разместилось. У нас в резинке 2 на 2 4 петли, да, понятно, плюс 2 петли для симметрии обязательно надо делать. И поэтому потребовался еще один чертеж по спинке, когда у нас на спицах уже 152, 160, 168 петель по размерам. Распределение узоров будет следующее. 8 петель, первые и последние, это будет боковая цельновязанная планка по пройме. Состоять она будет таким же образом, как у нас вот начинался здесь, да, боковой вот этот разрез. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Затем идет 134 петли у нас идут лицевых, и затем идет 2 изнаночные, снова 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и кромочные. Затем, значит, тут вначале лицевые идут, да, и вот на этой высоте лицевая гладь заменяется снова резинкой, как я сказала, 2 на 2. И получается, здесь все четко у нас согласуется. Смотрите, заканчивается здесь 2 изнаночные, значит, по логике здесь должна резинка стать 2 лицевые, да? И в итоге здесь тоже все должно закончиться 2 лицевыми, чтобы вписаться в резиночку с этой боковой планкой, да?
То есть вот у нас 134 петли, и мы с вами их поделим на 4. 134 лицевые мы делим на 4, это число петель в раппорте резинки. Это будет 33 раппорта подряд. 33 умножить на 4, это 132 петли, плюс 2 петли, как я и говорила, для симметрии. Вот 134 петли у нас как раз с вами умещается. То же самое касается двух других размеров, там тоже все четко умещается в это количество петель. Так, далее, давайте, значит, с этим все понятно. Затем у нас формируется скос. На плечо у нас приходится из этого количества петель первый размер 46 петель, для второго 50, третий 54 петли, и вырез горловины у нас составит 60 петель. Я тут все попетельно считала. Вот, имейте в виду, здесь все хорошо. Как сформировать скос на высоту 16 рядов у нас получается. Я тоже рассказываю в описании под видео, там читайте. Ну, долго это очень, девочки, это очень много времени займет видео. Почитайте просто, там я последовательность всех действий через запятую рассказываю, как закрыть эти петли. Так, все тут вроде бы у нас сошлось. Теперь по переду, девочки, у переда своя особенность расположения узоров. Смотрите, значит, вы начинаете, вы поняли, да, отсюда у вас у переда идет центральный узор. Он через весь перед проходит. Это центральный узор, который занимает у нас 66 петель. И вот я вам показываю. 5 раппортов по 12 петель. 6 петель для симметрии. Да, то есть на схему давайте посмотрим. 12 петель раппорт. И у нас 6 петель шли для симметрии, крайне левые. Вот тут также у нас располагается по центру. И распределение узоров сразу после резинки переда вот такое. Кромочная, 2 лицевые, 2 изнаночные, это наши, значит, боковые идут разрезы. Затем идет 16 лицевых, 66 петель узора, вот этого центрального, 16 снова лицевых, и боковой разрез составляет 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочные. В сумме это 108 петель. Это вы после нижней планки так начинаете вязать. Затем для второго размера все то же самое, только не 16 лицевых, а 20 лицевых здесь. Между боковыми разрезами по центру также узор на 66 петлях идет. Для третьего размера то же самое, только 24 лицевые у нас идут, вот зеркалятся от центрального узора. И 124 петли. Также у вас прибавка идет, девочки, по скосу, все то же самое. 15 петель в каждом третьем ряду прибавляете. Здесь также 7 петель прибавляете. И вот у вас здесь уже должно такое же количество петель быть, как и у спинки. И распределение узоров уже вот на этом количестве петель я вам сейчас тоже показываю. Это я вам так планировала. Смотрите, вот перед. И, значит, у нас это количество петель, как вы поняли, да, большое. Вот это 152 здесь, да, затем идет 160 и 168. Так, первый размер у нас идет 66 петель центр, так идет центральный наш узор. А здесь с двух сторон у нас идут с вами, здесь идет цельновязная планка, так же как у спинки, на 8 петлях. Вот видите, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Здесь идет 34 петли лицевых. И здесь 66 петель узора нашего. Вот. Здесь опять 34 лицевых. И здесь 8 петель боковая планка такая же. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, кромочная. В сумме вот 152 петли. Все то же самое для второго размера, только тут будет 38 лицевых. И 168 петель для третьего размера. Все то же самое, 42 лицевые вот здесь будут между боковыми нашими цельновязанными планками. Проймы. Вот. И также у вас формируется скос плеча на той же самой высоте, что у спинки.
Вот. И также вы одним потом махом закрываете 60 петель, это вырез горловины. Все то же самое, только вот такое расположение узоров. На этой же вот высоте, как у спинки, вы начинаете заменять узор на резинку, да, и все у вас также должно получиться по количеству петель. То есть это вот до резинки у вас такое распределение идет, а затем вот с этой высоты, снова вот с этой высоты, с этой вот черты идет резиночка, как у спинки, 2 на 2. И вы такое вот имеете расположение. Так, мои дорогие, в общем-то, все, что я хотела, я вам рассказала. Читайте описание под видео. Возможно, у вас будет другая длина изделия. Откорректируйте ее под себя, потому что здесь, скорее всего, рост брался выше среднего у манекенщицы. Вот, поэтому имейте в виду, что общую длину надо рассмотреть повнимательней. Так, до новых встреч. Желаю вам, девочки, удачи. Читайте описание под видео.